а с чего мне их забирать, если я их не ношу? Так, вешаем обратно сумку. Я сегодня поеду на вот этом велосипеде. Где? Покажу. Это очень интересно. Видели, что происходит? На магнитах цак, и она уже на месте. Аккумуляторы, друзья, запасные для GoPro. Powerbank. На месте, да не совсем. Powerbank. Это все мы берем с собой. Это все нам надо. Тут у нас очки, лампа, сухарики. Я стесняюсь спросить, мы надолго? Кусочек сала. Значит, смотрите, друзья, здесь это все закрываю. И сверху у меня еще вот такая специальная маленькая сумочка. Угадайте для чего? Для различных шоколадок и всяких ключей, которых с собой всегда целая куча кися. Так, смотри, теперь самое интересное. Самое интересное, друзья. Как я вывожу сюда велосипед. Я такого никогда не видел. Это удивительное действие. Звоночек мой стоит. Потому что, чтобы достать Ирин велосипед, мне надо сначала его отключить, потом вытащить все велосипеды, которые у нас здесь есть, стукнуться об ящик с бутылками, вытащить свой картел, вытащить его подальше, вот так поставить, и потом только Ира в самом конце. Это все пока вытащишь, а соответственно мне сейчас все это еще надо затащить обратно. На 32 минуты мы то есть общаемся, ими не пользуемся. Мне их надо сейчас затащить обратно. Вот эту фигню мы даже не будем затаскивать, а бросим на улице. Она не представляет никакой ценности. Вырубайтесь. Шуя, это фарад-шуй. Господи, бля. Почему, когда я включаю камеру, я забываю все слова, весь текст? Стал тяжело выщелкиваться правый велотуфель. Заедает почему-то этот клик-система. Даже не знаю, с чего вдруг это происходит. Надо будет посмотреть. Вон какой огромный. Что делает? Распыляет какую-то гадость. А? Уже скосили всю пшеницу. Красота такая. Вечером вот так в хорошую погоду, летом. Сказочно просто. Ферли. А дальше там еще красивее сейчас виды будут. Будет самая красота. Вот эти поля. Кайф. Кайф. Кисуля, газуй! Сейчас будет супер спуск! У-ху! Саш Петер.
По идее, там же спуск. Можно было побыстрее. Эй, на полном тормозе. Ну что там, кися? Я думал, ты сейчас кайфанешь от спуска. Как я. Это Машпас. Коровы. Вы в курсе, что вы коровы? Ничего личного. Просто вы коровы. А как? Говядина. Не знаю, корова звучит уже лучше. Я знаю, что вы не бегастер от этого. И хорошо, что вы не знаете о том, что вы коровы. А мы так спокойнее. Я вам на собственном опыте. Приветик, малой. Заняты? Ужин? Ладно, не буду тревожить. Не отвлекайтесь. Ты косуля. Видал? Где ты? Все, след простыл. Don't you cry tonight, baby. Don't you cry tonight. Коровы, приветствую вас! Уважаемые леди, вас приветствует канал Алекс 404. Подписываемся, коровы! Лайкаем! Не забываем! Куда кися? Я забыл про тебя. Что? Я думал, ты дома. Ну. Я по дороге ехала на машине. Да. Ну там отвратительный велосипед. А там вот под домами, которые я здесь объезжаю, только там еще хуже. Она там вообще убитая просто. И там Махткань-Шпас. Вот, это сказка. Ни людей, никого. Ага. Пикник. Нормально они сюда машинами заехали. Ну вот так вот сюда и заехали с Марло.
Наверняка русаки. Раз одни БМВ. Я выключу. Пофоткать, смотри. Можно было по-разному, велике. И самим тоже. Вон солнце садится, сам еще золотой час. Когда солнце садится, на обратном пути оно как раз еще ниже будет. Можно пофоткать. Что? Я тебе говорю, давай на обратном пути. Солнце ниже будет. До велосипедистов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 человек. Давайте. Ставь подножку, а я на твою обопру. Не, Ты с великом хочешь? да. Не хочу бросать. Ну ладно. Смотри, ты не хочешь попробовать, как вообще этот изотоник на вкус? Просто попробовать. Попробуй. Вкуснятина. Это надо пить прям в велотурах. Вкусный. Ну, как растворимые витамины. Не, Не хочу. Я эту дорожку обожаю, блин. Она самая-самая. Тут никогда никого нет. Единственное, что здесь бывает, комары. Тут не комары, какие-то мошки, когда они удобряют здесь чем-то, этим навозом. И здесь прям много их, прям невозможно проехать. Ну, это такое. А так, 50 километров штреки вот до Бад Зюльц. 50 километров чистого асфальта и природы. Dem Streckenverlauf 2 Kilometer folgen.
Друзья, пока мы едем, разбавим немножко обстановку, сменим кадр, и я вам расскажу о последних поступлениях в свою коллекцию компактов и виниловых пластинок. И это посылочка, которая только что ко мне пришла, с пылу с жару взрываем, сейчас будем открывать. Распаковка компакт-дисков, друзья, рубрика, погнали! И это не что это как компакт-диск группы Пантера. Лучшая Пантеры. Так, я его купил, открываю eBay, я его купил за 1 евро. Доставка стоила евро 90. Вот так это все выглядит, и я его уже распечатал. Состояние просто идеальное, коробочка идеальная, ни одной царапины. Полиграфия супер, вообще идеальная тоже, блин. Никаких, не знаю, повреждений, замятин, чего-либо, в общем, идеально выглядит все как новое, просто как новое, друзья. И прямо полиграфия такая шикарная, с картинками, с фотографиями, с текстами. Мне кажется, русские покупают Это здорово, когда есть что посмотреть, есть что почитать. Надо BMW. Ну, сейчас тоже и Мерси. Это крутяк вообще. Не, ну Мерси, блин. Пантера это легендарная Уже, мне группа, я кажется, их чтобы обожаю. Мерси иметь, надо уже Это конкретно деньги. мега группа. Ну да. Мега группа. Еще Это хуже, вот ну, Пантера, ломать Сепультура, это прям бомбезные группы. Так, компакт-диск. Сказал еще Я хуже. тоже обсмотрел. Типа Мерседес Компакт-диск. плохо. Так, вроде все совсем хорошо. никуда, а Но BMW вот это на еще свет я хуже. вижу, что его юзали. Как обычно говорят, все много бродяги, и у часто которых слушаю. нету ни BMW, Реально ни много. Мерседеса, То есть они всегда микро. какие они плохие. Царапинки, как бы они не грубые, не большие, Я не толстые, а раскусил скорее сам всего это себя. никак не будет влиять на звучание. Ну, сейчас послушаем. Так вот, прямо микро. Зависли. Так, все прямо в идеальном состоянии. Дальше, здесь еще есть Всё DVD ясно с компакт-диск. тобой. Опа, я Вот так сразу выглядит. смотрел. К сожалению, мне Все с тобой не ясно. на чем его смотреть. У меня нету DVD-рома, DVD-проигрывателя. Это уже как-то все ушло в небытие. Не знаю, наверное, надо как-то организовать, что ли, купить DVD-плеер. Потому что у меня уже таких компактов с DVD уже собирается потихоньку. Есть парочку. Вот так вот это все оформлено на развороте. Прямо шикарное оформление. За 1 евро, если Сейчас этот вот диск еще будет чуть-чуть, хорошо сейчас играть, солнце просто еще ниже будет. бомба. И свет Реально, будет еще ребят. На прикольнее. eBay иногда за 1 евро можно такие вещи классные найти. Я имею в виду в плане компакт-дисков. Винил ты не купишь, конечно, за евро хорошие, а вот компакты иногда попадаются прям, блин, бомбезные. Давайте пару слов по поводу Пантеры вообще, кто не в теме, не в курсе, и конкретно за этот альбом и этот, ну как альбом, это сборник лучшего. И этот компакт-диск. Значит, группа Пантера, коротко. Пантера, американская метал-группа из Техаса, основанная в 1981 году, стала одной из самых влиятельных в жанре груве метал. Классический состав: Фил Ансельмо, вокал, Даймбек Даррелл, гитара, тот, которого убили, Рекс Браун, бас, Винни Пол, ударные. Пантера известна своей агрессивной подачей и тяжелым рифовым Ну, это уже я привык нормально. звучанием и энергетикой. Их альбомы Cowboy from Hell, Vulgar Display of Power 92 и Firebrand Driven 94 считаются культом. Последний даже занял первое место в Billboard 200. После распада группы в 2003 году члены коллектива занялись другими проектами, а после трагической гибели Даймбега в 2004 году возрождение Пантер оказалось невозможным, пока в 2023-2023 годах Рекс и Ансельмо не воссоединили группу для турне памяти. Так, альбом Reinventing Hell The Best of Pantera 2003 год. Вот он, друзья. Вообще не Формат ветер. сборник лучших треков. Дата выхода 14 сентября 2003 Идеальная года. погода. То есть этому альбому и этому компакт-диску, скорее всего, 22 года. Лейбл Rhino Electra. Формат издания Ну, это на потому фото что едет, CD так, плюс бонус DVD. Лимитированная версия. Содержание: диск включает 15 классических треков Пантера,
охватывающий ключевой период Просто по с деревьям, 90 по 2000 годы. И тут перечень песен, их всего 15. Плюс бонус DVD в издании «Как у тебя». Содержит клипы и лайвы Пантера, включая... Плюс домашние записи и кадры со сцены. Блин, я бы с удовольствием посмотрел, это крутяк. Тут клипов 10, наверное, всего перечня. Чем интересен этот диск? Это первый официальный Best of сборник Пантера, вышедший вскоре после их распада в 2003 году. Своего рода визитная карточка группы для тех, кто хочет сразу услышать все главные хиты. DVD делает издание особенно ценным. Это архивная подборка видеоматериалов, которые тогда еще не были доступны в YouTube. Блин, вот тогда это был очень крутой компакт. Обложка и оформление выдержаны в агрессивном стиле Пантера, суровый дизайн, пламенный логотип. Да, так и есть. Очень круто выглядит. Сборник вышел буквально за год до гибели Дейнбека Даррелла, поэтому для фанатов этот диск имеет еще и мемориальное значение. Так, такой CD в хорошем состоянии сейчас считается коллекционным. Цена на вторичном рынке eBay Discogs варьируется от 15 до 35 евро, но лимитка с DVD может стоить и дороже, особенно в запечатанном виде. Вот такие вот друзья. Прямо я рад. Сейчас послушаю, скажу вам потом, как играет. Или даже может сейчас скажу, посмотрим. Если он еще играет, то это прям все равно. Иногда вот что купишь, прям не веришь своим глазам. Конечно, вот эти все сборники, они не такие прямо дорогие, востребованные, но что касается Пантера, сборник Пантера, я вообще такого еще, честно говоря, никогда не видел. И еще с DVD, и еще с приватными какими-то записями, домашними кадрами со сцены. Мега бомба крутая. Все, друзья, погнали дальше. Друзья, пока мы едем к заветной цели, похвастаюсь своим новым приобретением в коллекцию. Новый компакт-диск, который только что я получил по почте. Погнали, распаковка, друзья. Взрываем. Итак, что тут у нас? Та-да-та-та-да-да. Компакт группы Grave Digger. Это бомбезно, это просто бомба. Сейчас я чуть подкручу светик сюда, раз. Вот так вот. Так, что нам тут за этот компакт-диск? Значит, друзья, Grave Digger — это немецкая heavy power metal группа, основанная в 1980 году. Они известны тяжелым звуком, эпическими текстами о битвах, истории и мифологии. Их музыка сочетает энергичный гитарный рифинг, мощный вокал и часто драматические концептуальные альбомы. Группа считается одной из важнейших в европейской пауэр-метал сцене, особенно известна своей серией альбомов о исторических событиях. Альбом Tunes of War, который я держу в руках, вышел в 1996 году, то есть на секундочку ему 30 лет. В следующем году будет. Это концептуальный альбом, посвященный шотландской истории и войнам за независимость. Он рассказывает о легендарных фигурах вроде Уильяма Уоллеса и Роберта Брюса через мощные мелодии и эпический звук. Особенности диска – тяжелый пауэр-метал с мелодичными гитарными партиями. Атмосферные композиции, создающие ощущение средневековых битв, тексты о чести, борьбе и патриотизме, что делает его практически мини-саундтреком к историческим событиям. Так, друзья, купил я его на eBay за 1 евро. Евро 80 была доставка, итого 2,80. Вот такая вот книженция к нему прилагается. Полноценная полиграфия, отличная книжечка, вот такие вот с картинки, с фотографиями, со всеми делами, с текстами, кто не знает английский, любит почитать, пожалуйста, самое то, рекомендую. Так, что вам скажет компакт-диск? А компакт-диск, друзья, выглядит вот так вот, не менее эпично. Смотрите, какая бомба. Значит, состояние, ну, я бы сказал, просто
хорошее. Видно, что его юзали, но не заюзали. Сканивается до конца, так что состояние за евро самое то. Все, друзья, это была распаковка компакт-диска группы Gravadier. Погнали дальше. Ну а пока мы едем, друзья, я вас развлеку и покажу, похвастаюсь, развлеку своими новыми поступлениями в мою новую старую коллекцию компакт-дисков и виниловых пластинок. В общем, это мне напоминает вот этот вот анекдот или мем с интернета старенький очень, когда крокодил Гена и Чебурашка. Крокодил Гена принимает душ, а Чебурашка решает выкурить крокодила Гены косяк втихаря. И Гена такой зовет: Чебурашка, принеси мне полотенце. И Чебурашка такой на измене: так, он попросил принести ему полотенце. Если я сейчас ему принесу полотенце, он точно засечет, что я выкурил его косяк. Так, что же ему сказать? Я ему сейчас принесу полотенце и говорю: Гена, Геннадий, вот твою, помнишь, ты просил принести тебе, блин, нет, не то, он сразу спалит. Ну так, Геннадий, вот твое, блин, точно спалит, нет, когда я захожу, говорю: Гена, вот. Мне напоминает, вот это, надо какой-то текст придумать, чтобы вот, типа говорить, чтобы как-то упоминался и велосипед, который вот видно, что сейчас он дальше идет, я еду на велосипеде куда-то, и надо сказать, типа, что вот мы едем дальше, а в это время, чтобы сменить как-то обстановку, как-то его все однообразно, как-то немножко привнести разнообразие в это видео, я вам сейчас расскажу о новом поступлении в свою коллекцию компакт-дисков и виниловых пластинок. Это все получается громоздко, долго, надо сказать, коротко, быстро, ясно и понятно. И я вот напоминаю сам себе того вот Чебурашку, который не может придумать два слова вступительных для своих видео. В общем, друзья, помните, я когда-то говорил, что я собираю компакт-диски и виниловые пластинки. Так вот, я купил на eBay компакт-диск, и вот он мне сейчас пришел. Геннадий, я тебе его сейчас покажу, распакую. Я его уже распаковал, потому что я уже второй раз снимаю тоже видео и тоже текст сейчас говорю плюс-минус. Потому что первый раз, когда ты настраиваешь телефон, чтобы сам себя снимать, ты нажимаешь случайно на все кнопки, и он снял все видео в черно-белом цвете. Что, конечно, полная катастрофа. И сейчас я вот достаю еще раз, типа, распаковываю компакт-диск. Это группа Dry Down Dorn. Не владею английским языком, и даже не знаю, как цифра 3 по-английски. Это позорный, блин. И я бы рад подучить, может, английский, но я немецкий еще не выучил. Я даже не могу. Я настолько тупой, что я не могу одновременно еще, блин, английский учить, потому что я тогда и немецкий не буду выучивать, не буду забывать, что выучил. Катастрофа. У меня крутится в голове Три Дорн Дом или Драй Дорн Дорс, Даун, или Uno, Dos, Tres, какой-то испанский, мне крутится Tres, Dos, Downs, короче, друзья, вот он, компакт-диск, который только что пришел по почте, раскрываем, взрываем. Не скажу, что это прямо группа моего музыкального вкуса, но иногда такое хочется послушать. Это типа Nickelback группа, похожая по стилистике, где-то рядом они там все, такой хард-рок, рок, такое вот все, не тяжелое, легкое. Вот такой вот буклетик красивый, простенький, ну, со вкусом. Вот так вот, да. И компакт-диск. Вот так выглядит компакт-диск. Здесь цифра 3. Ихняя, наверное, какое-то фирменное. Компакт-диск в шикарном вообще состоянии, вообще идеально. Некоторые такие, может быть, видны следы, что его юзали. Ну, вообще,
в Грунеберахе, то есть вообще в хорошем состоянии, да, и купил я его за евро, повторюсь, или первый раз вам скажу, на eBay, плюс евро 85 стоила доставка, итого 2,85. Давайте теперь пару слов о группе и об этом альбоме в частности. По-быстренькому, Dry Doors Dawn, я сейчас еще спрошу, потом в конце, как это читается по-английски, пускай мне напишет транскрипция. Американская рок-группа, образованная в 1996 году в городе Эскатава, штат Миссисипи. Эскатава. Их стиль – смесь пост-гранжа, альтернативного рока и хард-рока. Всемирную известность они получили в 2000 году с хитом «Криптониты», а их альбомы стабильно занимали высокие места в чартах США. В музыке группы часто встречаются меланхоличные тексты о жизни, потере и самоанализе. Ну и есть и бодрые рок-хиты. Собственно говоря, все как обычно. Все рок-звезды так или иначе поют о темной стороне этой жизни. Вот это все, то есть попса поет что-то веселенькое, развлекательное, а рок, металл — это всегда какая-то чернуха, грусть, печаль, тоска. Вот так вот. И именно это нам, таким вот чудикам, которые слушают такую музыку, это именно и нравится. А на английском я еще и слов не понимаю, но мне нравится, я чувствую, что там очень грустно сейчас, да, минуту. Иногда хорошо, что я не знаю английского, потому что там либо будет очень уж грустно, чернуха какая-то будет жесткая, либо вообще бессвязная чушь, поэтому и хорошо, что я его не знаю. Альбом 70 Days 2005 года, друзья. Дата выхода 8 февраля 2005 года, лейбл Universal Records, продюсер Джонни К, жанр пост-гранж, альтернативный рок. Собственно говоря, вот эта вся информация нас всем интересует, все остальное поскольку. Позиции в чартах: дебютировал на первое место Billboard 200, продажи более 1,3 миллиона копий в США, получил статус платина. История создания 7 Days стал третьим студийным альбомом Dry Doors Dawn. Название связано с тем, что после окончания мирового тура в поддержку предыдущего альбома Away From The Zone музыканты сделали всего 17 дней перерыва, прежде чем вернуться в студию и начать запись нового материала. Не совсем главная мысль, но ладно. Запись велась в Нэшвилле в студии, причем здесь запись велась в Нэшвилле в студии Rivergate Studios. Музыканты хотели сохранить привычный фирменный звук, но сделать его более мощным и эмоциональным, чем на прошлых альбомах. Музыкальные особенности. Альбом сочетает мощные гитарно-ориентированные треки, лирические баллады. Ну, тут перечислены какие просто, я повторюсь 1000 раз, не владею английским, энергичные рок-композиции с драйвом. Особое внимание привлекла песня «Landing in London», записанная совместно с Бобом Сигером. Редкая коллаборация для группы того времени. Трек-лист, основной релиз, 12 песен, обложка. На обложке маленький ребенок, сидящий среди странной композиции из чучел животных, фруктов, бутылок и подсвечников. В центре перед ним голова чучела волка. Я не снимал, только сейчас. Образ символизирует смесь невинности и жестокости окружающего мира, а также контраст между началом жизни и ее суровыми реалиями. Этот визуальный стиль перекликается с темами альбома, взросления, испытания, внутренние конфликты. Ну, все как обычно, стандартный набор, друзья. Интересные факты. Let Me Go стал хитом в США и попал в саундтрек фильма Fantastic Four 2005 года. Песня Behind используя какой-то свой английский язык, придумывал на ходу, просто я читаю, это даже не немецкий стиль, это я что придумываю просто на ходу. Это не немецкая сейчас транскрипция, то, что я читаю. Можно было бы еще сослаться, что он привык по-немецки читать, я просто сейчас выдумываю какую-то фигню. Использовалось в рестлинг-шоу WWE в WrestleMania 221. Альбом получил положительные отзывы за мелодичность и эмоциональную подачу.
Хотя критики отметили, что группа осталась в рамках привычного стиля без резких экспериментов. Все, друзья, это была распаковка нового компакт-диска. Поехали дальше. Да, здесь красиво. Das Ziel befindet sich auf der linken Seite. Приехали. Читаем задание. Задание гласит: так. Этот тайник находится на тропе между Фройденбергом и Букхорстом. На секундочку. Отсюда открывается поистине умиротворяющий вид на прекрасные равнины. Важно знать скрытые тропы. Дополнительный тайник не внизу. Дополнительная подсказка не внизу. Мне кажется, я его уже нашел. Вон он торчит. Вот же он, красавчик. Так он, по-моему, там закопан, что ли? Да ладно. Закопан там. Его просто всунули туда. Он не закопан, это просто вот эти насекомые, или птицы, дятлы вот это делают. Они на стружке вот этой вот Настругали. древесной настругали. Чтобы он выглядел, как будто он закопанный. Так, беру ручку. Надеюсь, она у меня есть. И смотрите, то, что я говорил, это свежий вообще тайник. Даже видно по дозе этой, по бутылочке, это что она новая. И мы будем здесь... Мы будем вторые. Блин, жалко, что мы не первые. Вот номер есть у этого, блин, Комаров. Здесь код его личный, Безицер. Кто это, видите? Ватси 1004 его организовал. В общем, мы вторые, и это наш 189-й, друзья, найденный тайник. Сейчас мы отмечаемся. Какое сегодня число, не подскажешь? 18. Но это не точно. Напишем 18. Комаров здесь, конечно, тьма. О! Так. Его вчера, по-моему, с 18-го первый раз нашли. 8. Все, друзья, 189-й тайник. Спасибо за внимание, спасибо всем, кто смотрел, всем, кто нас смотрит, за лайки, всем, кто подписался. До новых встреч, пока-пока. Друзья, распаковка. Пока мы едем дальше, дабы сменить немножко обстановку и, в общем, сменить кадр, расскажу о своих новых поступлениях в мою коллекцию. Новый компакт-диск. Итак, распаковка, друзья. Группа Linkin Park. Вот, Linkin Park. И это, друзья, я с сожалением уже вижу, что это даже не макси-CD, это сингл-CD, это CD с одной песней. Это терпеть такую фигню не могу. Я вот тут
особенно когда продавцы эти не пишут об этом, а ты типа так и особо и не разбираешься, какие там есть у них альбомы, какие синглы. Покупаешь и думаешь, ну за евро прикольно. Купил я его за евро, а доставка 2 стоила. Состояние вообще шикарное, он новый прям. Вот так он выглядит. Купил я его на eBay. Повторюсь, за 1 евро и 2 евро доставка. Полиграфии тут вообще никакой нету, просто вот такой вот листик вставлен. Давайте пару слов. Кравинг, я не знаю, как правильно это читается с английского. Крадущийся переводится. Песня американской рок-группы Linkin Park, 5-я песня с дебютного альбома Hybrid Theory. В январе 2011 года Кравинг вышла в составе Linkin Park Playlist, выпущенного в 2001 в качестве их второго сингла. Так, информация о песне. Песня рассказывает, друзья, о сражении вокалиста Честера Беннингтона с депрессионализационными расстройствами. Деперсонализационными расстройствами. Кравинг — одна из песен альбома, практически не содержащая рэпа. Майк Шинода лишь повторяет одну строчку перед припевом. Вступление Кравинг, не знаю, правильно, в живых версиях изменялось с годами. В 2008 году на фестивале проекта Revolution Майк Шинода исполнил первый куплет Hans Held во время вступления Кравинг из альбома Реанимацион. В 2009 году Шинода исполнял 2 куплета Hans Held во время вступления Кравинг. Причем первый куплет начинался акапелла или баса перед вступлением из Реанимацион, в котором Шинода исполняет 2-й куплет. Так, ну вот еще пишется, что возможно здесь есть бонусная возможность CD, даже видеозапись, что и скрытое пасхальное яйцо. Тем не менее, этот материал не подвергся цензуре, в отличие от карты. Ну, короче, вроде как здесь еще есть какие-то видеозаписи. Не уверен, да мне и смотреть негде. DVD-сингл также включает концертную версию Кравинг, исполненную на Dragon Festival, хотя звук дублирован студийной версией песни. В видео есть возможность, позволяющая зрителю увидеть выступления с разных сторон при помощи пульта управления DVD. Прикольно. На DVD также есть 4 30-секундных фрагментов живых исполнений. Ну, в общем, вот так вот, друзья. Это была распаковка компакт-диск Linkin Park. Погнали дальше. Тачка! Привет! Эй! Приветствует наш подписчик Кися.
Михайло.